С первыми лучами солнца мы пришли на свою поляну. Джессика искала мышей. Мы любовались этой красотой, и не подобрать было слов для того, чтобы описать это. Природа сама нашла эти слова и краски. Как быстро меняется погода на Селигере. Только еще 2 часа назад было солнечно и ни одной тучки. Но вот набежали тучки, и мы едем ловить живца. Едем вдоль берега. Кто-то здесь уже ловил окуня, разбросаны лунки, следы. Сейчас надо будет сначала прикормиться. Место у меня свое на фарватере между островом Журавкой и Долгий. Ну вот, друзья, я прикормился, поставил палатку, растянул ее. Небольшой ветерок все-таки есть. Обязательно ставьте растяжки. Вот мой любимый мини-снегоход. Вот так вот мы добираемся на Селигере. Палатка, снегоход, бур. Ну вот так я устроился. Эрганайзер, в котором мои продукты, кружка, чай, закинуты 2 кивочные удочки. Уже работает газ. Вот здесь моя сидушка, я накинул на нее куртку. Так удобнее и помягче. Там ящичек и еще один эрганайзер. На полу ничего не валяется, все удобно. И вот, друзья, первая поклевочка. Смотрите, что-то тащим. Нам нужен живец. А это как раз и есть. Вот такая замечательная плотвичка. Видите, друзья, самая живцовая. Может быть, сейчас, для поздней весны, еще месяц февраль, глухозимье, но весна уже скоро, это будет немного крупновато, потому что у щуки там в животе очень мало места. Или икра, или молока. Смотрите, вот такая вот замечательная мормышка, 0,22 грамма. Ну, тащим, друзья, вытаскиваем рыбку потихонечку. Глубина около 5 метров. Еще одна плотвичка. Ловим мы на мотыля. На эту мормышку можно насадить всего 1 мотыль. Там 2 кембрика, красный и желтый. Очень хорошая мормышка, я люблю на них ловить. Вольфрамовая, 0,22 грамма, меньше головки спички. Вот, друзья, еще одна поклевочка небольшая, и рыбка у нас в руке.
Да осторожненько берем ее, не помять, это живец. Видите, мормышка меньше глаза в несколько раз. Вот такая маленькая, замечательная мормышка. На леске 0,06 ловлю. Вот, друзья, поклевочка. Что-то вытаскиваю. Потихонечку, помаленечку рыбалка идет. Ловим в тепле, со всеми удобствами. Вообще без проблем. Смотрите, какая замечательная рыбка. То, что нужно для нас, это окушок. Маленький окушок небольшой. Вот туда его в кан бросаем. Бросаем в кан. Тащу, ребята, тащу потихонечку. Есть рыбка на селигере. Хоть и мелкая, но нам нужна именно мелкая рыба. Вот такая небольшая рыба для живца. Потому что мы будем ставить крюки на щуку. Будем ловить хищника. На маленькую рыбку большую. Видите? Вот, тащу потихонечку рыбку. Рыбка ловится, рыбка хорошая, рыбка живучая, рыбка для крюков. Вот такая замечательная мормышка, меньше глаза плотвы. Туда ее в кан бросаем, в маленький кан. Смотрите, друзья, фокус. Прикладываю спичку, и головка спички меньше мормышки. Вот такие маленькие спортивные снасти. Поэтому рыба так хорошо и клюет, потому что мормышка очень маленькая, один всего мотыль может поместить. Даже опарыш у вас не поместится. Вот на такую маленькую мормышку рыба и ловится, где головка спички меньше, чем сама мормышка в 2 раза. Вы прикиньте, друзья, вот такая рыбалка на спортивные снасти. Так, еще одна плотвичка. Решил пообедать, уже разложил колбаску. Скоро у нас обед будет. Обед, друзья, никто не отменял. Вы не представляете, какой аппетит на рыбалке. Дома такого нет. С таким удовольствием дома не покушаешь. Но, как обычно, в это время начинает клювать рыба. Сколько раз замечал? Сядешь пообедать, и рыба клюет одна за другой. Не дает рыба пообедать. Вот так вот, друзья. Вот такая рыбалочка замечательная. Ловим в тепле, в комфорте, со всеми удобствами. Ну что ж, друзья, чаек у нас поспел. Вон, пар идет, замечательно. Сейчас будем жарить колбасу. Вот, поймал щуку, сделал вот такую колбасу, и на рыбалке я ее жарю. Отличная колбаса. Ну что ж, друзья, мы поймали много живца, и нам нужно часть сохранить, потому что можно ставить только 5 крюков. Вот видите, такое у меня приспособление из 2 бутылочек масла олейна. Кладете в лунку, подбур 135, и через 2 недели можете приехать, и у вас будет живой живец, а можете и через месяц, он все равно выживет. Видите, приехали, просверлили рядом луночку, достали проволочкой вашего живца, и все. Главное, веточку повыше поставьте, и без проблем, всегда с живцом. Так, у нас, друзья, размоточка. Видите, труба металлопласт 3/4 дюйма. Ну, потихонечку начинаем сматывать. Видите, сейчас будем сматывать виточек за виточком, помаленечку укладываем, пока ничего не чувствую. Почему, вы скажете, так много веревки? Да, друзья, здесь 20 метров. Но кто из вас попадал на крупную щуку, примерно килограмма 4-5 и выше, прекрасно меня поймет. Вы с первых оборотов веревки поймете. Вы начинаете подматывать, а щука рванула, а ее не удержать. Ее не удержать, и все, вы веревку порвали, и щука ушла. Поэтому не жалейте, разматывайте. Вы будете с ней бороться долго и упорно. Щука будет уходить опять. Вам нужно будет спускать веревочку, отпускать. Вот отпуская, поворачивая вниз вашу поставушку, чтобы та сходила, придерживать веревку пальцами, иначе она так рванет, что вы и руку можете поранить. У меня было такое, чуть карабином руку не рассадил.
а щуку упустил, карабин порвался. Так что, друзья, будьте осторожны. Потихонечку, виточек за виточком, наматываем и смотрим за рывками, чтобы не попасть на рывок, потому что вы будете, вот видите, рывочек был. Был рывочек, есть рыбка. Вот еще один рывочек, друзья. Еще один рывочек. Сейчас она к лунке подойдет и наведет шороху. Вы что думаете? Она будет бороться до крайнего, до последнего. Она вам просто так не сдастся. Вы еще ее на лед вытащите, и она у вас в лунку захочет запрыгнуть. Вот увидите. Вот так, друзья, и будет. Эта рыба очень сильная, селигерская, потому что здесь чистая вода, а заводов у нас на Селигере уже не осталось. Кожзавод даже не работает. Так что вот, друзья, вот мой поводочек второй. Эта глубина у меня 3,5 метров ото льда. Видите, груз стоит. А без груза метр ото льда я на 2 глубинах ставлю. Ну, завожу, вот она, уже показалась, друзья. Вот как бы ее взять? Багром не беру, друзья, не беру багром. Ну, ухватил, вроде бы ухватил ее, опять вырвалась. Я же говорю, опять в лунку поскочит. Вот зараза какая. Вы прикиньте, вот хищник, ну, где-то кило с лишним. Кило с лишним, это будет 600 грамм фарша, 600 грамм мяса и кило 200 колбасы.